Сегодня чакра 13 мира, чакра развлечения, борьбы. Если в двух словах, суть, да, коротко, выглядит очень просто. Относительно борьбы люди. Один. Жалкое существо. Слабый человек, слабак. Роль в жизни какая? Обреченная напрочь. Даже если никого нет вокруг, ему ужасно плохо. Следующий уровень относительно силы. Никакой. НТ-НС. Так вроде бы и не трусится, и не бледнеет, но особо и не сопротивляется, не защищает. НТ-НС. Роль жизни какая? Точно так же убогая. Не совсем такая вот, что кошмар. Да, если его не трогают, так ничего. Трогают, значит теряет. Да, сильный человек. Собственно, единственный, кто заслуживает успеха и счастья. Да, почему? Потому что у нее есть соответствующая цель. Есть закон, ты следуешь закону, значит, ты ликвидируешь неприятности своей жизни, да, определенные кармы. Почему? Ты не нарушаешь закон. И ты утверждаешь, моя цель, вот такие мои методы, и ты к этой цели идешь. Да, ты способен двигаться. У тебя есть сила, ты способен двигаться. У тебя есть слабость, ты способен подстроиться под людей и обстоятельства. Все. Да, чтобы чего-то достигать, у тебя должна быть сила для преодоления, для борьбы, да, для созидания. У тебя должна быть сила. Ты сильный. Если у тебя есть сила, она тебе исходит, тебя уважают. Для того, чтобы человек вот этой роли мог соответствовать, сильного, первое, да, это развлечение. Да, то есть от чего освобождаться и к чему стремиться? Развлечение. Ты понимаешь, что такое развлечение? Предположим, слабость, лень, ложь. Что делает слабак? Он это оправдывает. Что в результате этого? Он роет себе яму. Если ты обладаешь развлечением, ты понимаешь, что за эти пороки тебя ожидают вот такие-то проблемы. Ты смотришь на человека, у него такие-то слабости, его ожидают такие-то неприятности. У него такие-то достоинства, его ожидают такие-то призы. Если у тебя есть развлечение, если развлечения нет, ум коротенький, я понимаю. Ни будущего нет, ни отдаленного, ни ближайшего. Что блокирует развлечение и борьбу? С чего мы с вами начнем? Первый блок – это по развлечению. То есть, если есть развлечение, вот с этим нужно прощаться, за это нужно сражаться. За все лучше сражаться, со всем плохим прощаться. Первое в своем внутреннем мире, дальше. Твоя судьба, твоя ответственность. Дальше, если ты растешь как сильный человек, как лидер, да, твое влияние на окружающий мир тоже растет. Насколько сможешь, по крайней мере, победи себя. Да, когда у человека знаний нет, он не способен принимать решения, не знаний. Вот сама программа по развлечению, она двигается как? Сначала коровка говорит му, она ничего не понимает, добро и зло. Да? Дальше. Она уже понимает, но выбор не сделан. Она все равно говорит му. Да, это хорошо, добро, но обстоятельства. Да? Следующий шаг, когда человек делает однозначный выбор, я сражаюсь за свет против зла. Все, он сделал выбор. Да? Дальше он уже, когда выбор сделан, он способен различать, где добро, где зло, в том числе прогнозировать последствия, понимать причину, за что этого человека судьба так пинает. Да, понятно за что. Не выбор. Да, то есть человек информацию получил, но не определился, я за добро и против зла. Да, поэтому с одной стороны знает, но когда он смотрит на окружающий мир, точно так же, как вчера, нет мотива, чтобы по-другому оценивать этот мир. Нет мотива освобождаться от зла и сражаться за добро. Поэтому, да, нормально, те же люди, как всегда. Кто-то слегка хамит, кто-то не выполняет обязательства, где-то сам подставляешь. Да и нормально. Да, когда человек сделал выбор, все, я сражаюсь за свет и против зла, тогда он оценивает, ищет, где зло, а как правильно. Тогда его вектор движения задан. Когда выбора нет, его вектор движения не задан. Эгоизм, сжигает дотла, работает тоже очень просто. Есть личная выгода, личная заинтересованность, и она перекрывает все духовные законы, принципы, веру, обязательства. Есть выгода любая. Человек подлец, ты его прикрываешь. Почему? А не с кем больше общаться. Но сама суть. Ты оправдываешь мерзости, или твоя задача, чтобы они ушли из твоей судьбы. Да? Из тебя самого, разумеется. Слабость, трусость. На всякий случай еще раз напоминаю, не просто, подумаешь, у меня есть слабость или трусость. Слабость, трусость – это приговор судьбе.
Это категория человека. Или ты на дне, ты шарахаешься от сложностей, от преград. Да? Если ты сильный, только в этом случае ты можешь претендовать на счастье, на успех. Потому что ты готов защищать то, что тебе дорого, и сражаться за новые вершины. Если у человека нет этого понимания, ты должен жить в сильном состоянии, четкие убеждения. Да, ты готов защищать, преодолевать. Если этого настроя нет, я хочу быть сильным, ты обречен, ты никогда не будешь успешным. Без силы, готовности сражаться, преодолевать, поднимать себя по ступенькам выше, 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 человек не достигает результатов, в принципе. Почему? Не боец. Только когда ты станешь сильным, да, получишь способность сражаться и достигнешь хотя бы некоторого мастерства, ты начнешь продвигать свои ситуации, изменять свою судьбу. По позитиву, мой выбор света окончательный. Да? То есть у человека появляется и потребность в развлечении, и готовность сражаться когда? Когда он понимает, за что он сражается и против чего он сражается. Большинство людей с завязанными глазами, ушами, ртом и так далее идут по жизни. Выбора нет, как все, куда течение, туда меня и несет. Да? Если ты выбрал путь света, да, ты сражаешься. Бог, служение, развитие, единство, чувство, все классно, за это ты сражаешься. Моя совесть должна быть чиста. У людей, у большинства совесть вообще-то умерла, и она молчит. Просыпается в исключительных случаях. А так она спит. Поэтому человек способен быть хамом, врать, халтурить и делать всякие другие недостойные вещи. У него совесть молчит. Да? Если вы идете по пути света, что такое совесть? Ваша душа чистая или грязная? Совесть реагирует. Ты совершаешь поступок, который отягощает твою карму, да? Загрязняет твою душу, отдаляет тебя от Бога. Ты этого не должен делать. Твоя совесть должна быть чиста. По совести, значит, честно, эффективно, справедливо. То, что можешь, что говоришь, что делаешь, да? Держишь свое слово. Ты вот эти задачи стараешься решать. Дальше по борьбе. Два блока. Одна против чего, вторая борьба, за что мы сражаемся. Да? Когда человек отказывается от борьбы, одна из основных причин, я не имею права. Я маленький человек, клопик по сравнению с циклопами, права бороться не имею. Вот они там сильные, умные, успешные, там еще, они имеют, а я не имею. Да? И у каждого своя причина, почему нужно быть слабаком. Хотя на что ты должен опираться? Ты человек, ты личность, тебя воспринимают, как ты держишься, как ты выглядишь, как ты двигаешься, как ты говоришь. Да? Твое состояние, твое поведение, твое уважение, свет в глазах, да? Твоя этика, твой ум. Да? Зачем находить заморочку, из-за чего ты должен быть слабым? Ты ищи опору, почему ты должен быть сильным. Ты должен быть сильным. Ты выбрал путь света, значит, как ты подтверждаешь путь света? Ты становишься сильнее. И ты сражаешься за то, чтобы ты и твоя жизнь стали лучше. Да, вы как душа должны расти. Да, и сражаться – это принцип жизни. Да, преодолевать преграды и подниматься вверх. Бесхребетно сжигаю дотла – это вот по ролям. Да, внизу слабые, трусливые, бесхребетные. Не ТНС. Человек, который становится сильным, да, вот он воин, начинает сражаться, набирает мастерство, дальше мастер. Он притягателен для других. Вот бесхребетность, не бейте меня, я на что согласен, не обязательно бить физически. Не смотрите на меня серьезно, не пальчиком, не повышайте интонации. Я на все согласен, лишь бы, не дай Бог, вот, как бы не испортить настроение, угодить и так далее. Нравится всем, стыдно. Нужно, кто ваши авторитеты, за какие цели вы сражаетесь, кто против этого, кто не может быть вашим союзником, кто может быть вашим противником. И да, вы ищете доверие одних, и вы сражаетесь с другими. С остальными там, как перестроить в лучшую сторону. Если ты сильный, ты решаешь задачу улучшения, а не разрушения.